Тонкозапястные подростки и дети, ликуйте. Я нашел для вас идеальные часы. Пошли все хейтеры в топку. Я с этих часов в восторге. Да, почти нет аляфобки. Не особо красивый ремешок, но материал просто шикарен. Приятный, аж плакать хочется. Да у них даже виброотклик у сенсора есть. И сходу, не пытайтесь сравнивать этот девайс с чем-либо. Эти умные часы как эталон китайских реплик на китайские реплики. Отличные материалы. Программа на русском языке, как и сами часы. Крупные иконки интерфейса, хорошая автономность и супер простота использования. Все, кому данные штуковины и обзоры на них кажутся обычным маркетингом, я вас понимаю. Поверьте, это ровно до того момента, когда вы наденете эту штуковину на свое запястье. Металлический корпус, защита от влаги и пыли, IP68. И можно ставить свое фото на АВУ. Чем не прелесть? Одни такие часы на Алиэкспрессе я купил, одни такие часы мне прислал производитель. И разумеется, одни из них я разыграю 30 числа этого месяца. Условия участия будут в ролике. Никакого ТЗ и никакой рекламы, только хардкор. Tube 691, всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 мимбендов 5 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия и контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али и скидками. Скоро Черная пятница. А сегодня я расскажу вам о новинке. Фитнес-часах от Xiaomi Mibra Air. Собирали деньги на них на краундфандинге Yopin, поэтому все дешево и программа у них отдельная, а не Mi Fit или Zepp. Но обо всем по порядку. Упаковка ультраэконом. Не так, чтобы совсем печально, но на грани. Основная информация на упаковке, и мы сразу видим, что часы могут работать как с iOS-системами, так и с Android-устройствами. На iOS-системах сразу минусы. Свои обои с них будет не поставить, как Bluetooth кнопку не использовать. В общем и целом мазохизм непонятно зачем, хотя многие, я уверен, купят. iPhone все-таки для Apple Watch. Распаковали. Первая мысль, у меня подобных ноунейм часов по дому море валяется. Покупаю, а обзоры делать стыдно. Но ладно, это же все-таки Xiaomi, поэтому сделаю. И не зря я так подумал. Убогий с виду быстросъемный ремешок просто нереально хорошего качества. Как у топовых часов Huawei по ощущениям. Корпус из металла, комплект, инструкция на английском с картинками и промокодом, кабель для зарядки, часы и все. Говорят, что те, кто покупал в начале продаж, еще и доп. Ремешок получили. Но это не про меня. Включили. Для активации экрана зарядили. Скачали программу Mibra Fit из маркета. Включили программу. Активировались через Google аккаунт. Через Facebook прога пока не активируется, во всяком случае у меня. Ввели свои данные, включили Bluetooth, нажали на поиск, активировали часы, подключили. Сразу их обновили. Видим, что все на русском. Ура! Но перевод корявый. В поддержке обещали его в течение 2 недель исправить, но вообще в принципе читабельно. Что можно в программе, вы и так видите, мое дело сообщить, что из этого работает и как. Вердикт. Вроде бы все. Как Bluetooth кнопка работает только для фото и только через программу. Вибра слабовато и топорно. Реакция экрана с активацией на поворот запястья довольно приторможенная, но отрабатывает всегда. Плеером управлять часов можно, но нельзя им управлять во время спорта. И управлять можно только плеером. Яндекс.Музыкой управлять не получится. Так же, как изменять громкость часов нельзя. О бездействии часы напоминают вибра. С чего именно приходят уведомления, вы видите. Динамика и микрофона в часах нет. Если вам звонят, вы не видите кто и не можете даже сбросить звонок. Как и отключить звук. Вибромоторчик допотопный. Сообщения приходят даже на iOS-системах, но пока коряво. Видно из какого мессенджера, но смайлы не выводят. И пока шрифт такой, что не знаешь, плакать или смеяться. По самому железу. Экран сенсорный, кнопка физическая, исполняет роль активатора и деактиватора экрана. Экран можно держать активным максимум на 105 секунд. Диагональ 1,28 дюйма, древний TFT. Можно ставить свой циферблат из любой фотографии. Разрешение полно печали, но достаточно, чтобы хорошо выглядеть. 240 на 240 точек. Always on display нет. Сон днем у меня не сосчитали. Ночью, уверен, отрабатывают хорошо, но умного будильника нет и, скорее всего, не будет. Кстати, насчет будильника, эта вибра меня точно не разбудит, хотя спать в них удобно. Будильник с часов ставить нельзя. Защита от влаги и пыли IP68, но плавание часы не считают, хотя воды не боятся. Мультизадачности нет. Диаметр корпуса 42 мм, толщина 9,2 мм. Вес вы видите на экране. 12 спортивных режимов, плавание и лыж нет. Датчик сердечного ритма на борту. Сон днем, еще раз повторяюсь, не считает, во всяком случае пока. Уведомления из перечисленных соцсетей пока с дикими глюками по шрифту. И вообще на разных версиях iOS разные косяки по оповещениям, как и с Android. В этом смысле любой именитый фитнес-браслет отрабатывает на данный момент намного лучше. Но это на сегодняшний день. Учитывая рвение и прогресс, уверен, они допилят все за месяц. Хотя все бывает так сказать. Аляфобки по ощущениям вообще на стекле нет. Аккумулятор 200 мАч до
25 дней без датчика пульса часы живут. До 10 дней с включенным датчиком пульса, что довольно мало. Bluetooth версии 5.0, чтобы все работало, программу нужно держать в фоне. Пульсометр воздух не считал, шаги считали шаг в шаг. GPS и NFC нет и не будет. Вращающееся основное меню, даже с топорным виброоткликом, конечно, очень радует. Обновы прилетают часто. Думаю, на сейле по ссылке в описании к видео можно будет купить их за $26. Промокод, кстати, будет в описании на $3. Так что как раз 26 и получается. Всем, кто хочет получить такую модель, новую в упаковке, 30 ноября, рандомно я ее разыграю, достаточно будет подписаться на мой канал и скинуть в комментарии под этим роликом имя своего аккаунта в инстаграме. Результаты, как всегда, будут на стриме и сохранены. Победители будут оповещены в ютьюбе. В моей группе в ВК есть отдельная ветка для победителей, спасибо всем, кто там пишет после получения подарка. Резюмирую, я пока на эмоциях. Мне понравился внешний вид, ремешок, материалы, задумка с ПО и функционал. Поэтому эту штуковину я советую. Обещали допилить, значит допилит. Народу их купило уже просто море. А Xiaomi, я уверен, что хочет развивать этот бренд, учитывая ажиотаж. Завтра будет обзор на беспроводные наушники OnePlus Buds Z. Я их очень ждал. Спойлер, не зря. Подписывайтесь на мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. 23-го будет сейл. Там появятся мои именные промокоды и выгодные товары. Веду все лично. Ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.